Всем привет, меня зовут Максим Дахин, я технический директор и один из основателей группы компании Crocs. Продолжаем серию видео под названием «Простыми словами об антеннах». Сегодняшняя тема – коаксиальные кабели и средства передачи энергии от антенны и до антенны. Итак, начнем. Наиболее часто встречающимся способом передачи энергии от радиопередатчика к антенне, либо от антенны к приемному устройству является использование коаксиального кабеля, либо дифференциальной пары экранированной. Рассмотрим устройство коаксиального кабеля в разрезе. Я вот покажу, что это из себя представляет. Это вот так вот. Вот в частности кабель, продающийся под брендом Radiolab. Очень хороший и качественный кабель. Ничего тут плохого про него не скажешь. Вот. Это кабель коаксиального типа. И посмотрим, как он устроен. Если мы его разрежем, то у нас получается центральный сердечник. Следующий слой – это диэлектрик. Следующий тонкий слой – это снова проводник. И еще один слой проводника. И давайте рассмотрим слои подробнее. Центральная жила. Она обычно имеет круглое сечение, может быть цельнометаллической, то есть, например, из меди, может быть биметаллической, к примеру, центральная часть у нее может быть из отожженной мягкой стали, а сверху гальваническое медное покрытие. Так просто дешевле. Затем диэлектрик. Диэлектрик тоже бывает разных типов. Затем оболочка проводника, к примеру, это может быть фольга, это может быть одна или две оболочки, и следующая оболочка может идти, это плетеная проволока. Ну, как правило, это медная плетеная проволока, либо стальная плетеная проволока, покрытая гальваническим покрытием. Давайте теперь подробнее остановимся. Центральная жила. Она бывает цельнометаллической, а бывает из совокупности плетеных проводников. Какая лучше? Все зависит от того, где вы применяете ваш кабель. Если ваш кабель необходимо очень часто изгибать, то, как вы, наверное, уже догадались, центральная жила должна быть из плетеных проводников. Потому что если вы будете часто изгибать кабель с цельной жилой, из цельного металла, то, соответственно, она очень быстро сломается, обломится, и, в общем-то, кабель перестанет выполнять свою функцию нормально. Поэтому, если вы кабель часто изгибаете, то, конечно, центральная жила должна быть плетеная. Но почему бы тогда производителям всегда не делать плетеную центральную жилу? У плетеной центральной жилы есть один недостаток. Это то, что ее диаметр на протяжении кабеля получается нестабильным. И волновое сопротивление тоже у кабеля оказывается нестабильным. Что такое волновое сопротивление, коэффициент стоящей волны, мы вот поговорим как раз в следующей лекции. Поэтому, если центральная жила плетеная, то это для коротких соединительных каких-то участков. Если вы хотите передать энергию на большое расстояние, ваш кабель будет лежать стационарно, то не используйте плетеную центральную жилу, это плохо. То есть вы будете терять сигнал. Об этом еще поговорим попозже. Следующее. Диэлектрик. По поводу диэлектрика, ну, конечно, самый лучший диэлектрик это вакуум. Но таких кабелей я что-то как-то не встречал. Вот, поэтому есть вариант использовать в качестве диэлектрика воздушную прослойку. И в частности, да, это делается, то есть делается вот такая конструкция центральная жила. И периодически в кабеле, вот если мы изобразим вот так вот кабель в длину, это вот центральная жила наша, то делаются такие проставочки. Ну, конечно, такой кабель тоже для стационарной прокладки исключительно используется, как правило, и для передачи очень больших мощностей. Вот. И здесь, соответственно, используются такие вот, прорезаются отверстия, чтобы как можно более, скажем так,
вот эта проставочка была более воздушной и меньшее влияние на импеданс кабеля оказывала. Вот. И вот такие кабели тоже иногда встречаются, но, скажем так, не в жизни простых установщиков. Теперь, из чего применяются вот эти диэлектрики? Ну, самое такое часто встречающееся — это вспененный полиэтилен. Очень хороший материал, отлично работает, имеет отличные характеристики на различных частотах. Выглядит это такой белый, легко ножом режется. Ну, используется в антенных кабелях, в кабельном телевидении, в системах связи. Ну, вы его можете встретить везде. Во времена СССР часто применяли просто полиэтилен. Ну, просто полиэтилен обладает гораздо большими потерями на высоких частотах, поэтому сейчас его не используют практически. Везде используют вспененный полиэтилен. Еще одним вариантом может быть использование фторопласта в качестве диэлектрика. Но там, получается, у него худшие, конечно, характеристики на высоких частотах, чем у вспененного полиэтилена. Так, на этом все по диэлектрикам, потому что у нас все-таки мы простыми словами разговариваем. По поводу первого слоя оплетки. Первый слой вот этой вот оболочки, уже после диэлектрика, его, как правило, делают из фольги. Чуть позже подробнее остановимся почему. И следующий слой проводящий, его делают уже из плетеной проволоки. Это может быть медная проволока, это может быть стальная проволока, покрытая гальваникой, там никелем, например. Ну, там различные вариации возможны. Важный вопрос еще по соотношению диаметров. То есть, скажем так, и у нас есть такое понятие в кабелях, как волновое сопротивление. Так вот, соотношение, скажем так, вот этого диаметра к этому диаметру у нас определяет как раз волновое сопротивление. Если вот этот диаметр мы будем уменьшать, то волновое сопротивление будет увеличиваться. Ну, а этот оставляем, соответственно, таким, как был. Ну, либо вот этот диаметр увеличиваем, этот оставляем, у нас сопротивление волновое увеличится. Ну и, соответственно, наоборот. Откуда взялись вот эти наши стандартные волновые сопротивления 50 Ом, 75 Ом? И какой кабель обладает наименьшими потерями? Наименьшими потерями обладает кабель 75 Ом при равных прочих условиях. Именно поэтому его выбрали для использования в кабельном телевидении, а не 50 Ом. Но если у вас стоит задача прокачать большую мощность, то в данном случае лучшими характеристиками электрическими на высоких частотах будет обладать уже кабель 50-омный или более низкого сопротивления. Теперь давайте поговорим о биметаллическом центральном сердечнике кабеля. Почему его делают зачастую центральную часть из стали и покрывают гальваническим покрытием? Ну, здесь ответ на самом деле очень простой. Присутствует так называемый скин-эффект при распространении сигнала и градиентное распределение тока. То есть, что происходит? У нас ток в высокочастотных системах из-за скин-эффекта, он вытесняется из центра вот сюда вот. И получается так, что у нас максимальная плотность тока у поверхности проводника, а плотность тока внутри проводника очень низкая. И фактически для передачи высокочастотной энергии у нас участвует только вот этот предповерхностный слой. То какая толщина и какой градиент распределения электрического тока зависит от частоты и от мощности, передаваемой по кабелю. То есть получается, что если ваша передаваемая мощность невысока, то плотность тока низкая, и если еще и частота достаточно высокая, то высокочастотная энергия распространяется фактически только по вот этой оболочке, и поэтому ее запросто делают медной. Вот. А по центральному сердечнику, поскольку мы знаем, сталь имеет худшую проводимость, нежели медь, у нас распространяется незначительное количество энергии, и вот поэтому так выгодно. Мы знаем, что сталь получается дешевле меди, и вот как раз вот это вот технологически дешевле покрыть сталь медью, чем делать цельную жилу из меди. Поэтому если речь идет о передаче
небольшой энергии по мощности, то есть это кабельное телевидение, это, например, там 3G, 4G, системы связи. Я не говорю о радиопередающих мощных там базовых станциях, а именно, к примеру, где у вас стоит модем, то можете, да, использовать кабель там 75-омный, например, где центральная жила покрыта слоем меди, а сама она стальная. Потому что там передаваемые мощности невелики, это там от силы ватт-2 будет, и все, это, в общем-то, несущественно. В проведении высокочастотной энергии участвует не только центральная жила, а еще в этом участвует, в общем-то, оболочка. И когда ток у нас течет сюда, например, то, поскольку высокочастотная энергия передается, то в оболочке в это время ток течет вот в этом направлении. И, соответственно, потери тоже возникают в том числе и в оболочке. Почему ее делают, иногда покрывают фольгой, первый вот этот слой? Дело в том, что если мы будем использовать плетение, то получается такая же ситуация, как и с центральной жилой, потому что плетеная оболочка, во-первых, она не настолько хорошо будет закрывать диэлектрик, и будет возникать рассеяние у кабеля, то есть паразитное излучение. Кабель становится излучающим. И соответственно, у кабеля возникает, помимо потерь в диэлектрике, помимо потерь в проводнике, у него возникают еще потери на излучение. И они могут быть существенными. К тому же нарушается импеданс кабеля, если мы не будем использовать фольгу. То есть вот это вот получается неравномерно, вот здесь получается неравномерность такая у нас. И, соответственно, плетение, оно эту неравномерность усиливает, в отличие от фольги, потому что фольга может облегать очень хорошо диэлектрик. И иногда даже фольгу специально вплавляют в диэлектрик, во вспененный полиэтилен, и тем самым улучшая характеристики по импедансу у кабеля. У него становится волновое сопротивление более выдержанное по своей длине, и, соответственно, кабель имеет меньшее затухание, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому вот первый слой это может быть алюминиевая либо медная фольга. По проводимости алюминий и медь отличаются не сильно, а по цене они отличаются значительно, как вы знаете. Поэтому зачастую делают это дело из алюминия. Но очень важно отметить, что в кабелях в основном применяют не просто алюминиевую фольгу, а применяют зачастую ее, напыляют, скажем так, берется слой лавсана, и на него напыляется слой из алюминия. В вакуумной камере, скорее всего, это делают. Есть и другие технологии различные. И получается так, что очень важно, чтобы слой алюминия был очень-очень толстый. Потому что, соответственно, если слой алюминия не будет достаточно толстый, то у вас будут потери именно уже... Здесь же тоже получается градиент распределения, то есть за счет скин-эффекта. Вот здесь плотность тока максимальная, а вот если мы нарисуем там оболочку вот эту проводящую какой-то толщины, то получается, что здесь будет минимальная плотность тока, а здесь максимальная плотность тока. И, соответственно, если фольга будет очень тонкая, то получится как бы тоже потери. Плотность тока получится высокая, и уже разогрева как такового тут не будет, но будут потери из-за омического сопротивления. То есть у кабеля бывают омические потери, и потери в диэлектрике, и потери на рассеянии. Что еще приводит к потерям в коаксиальном кабеле? То есть это физический перегиб кабеля. Когда вы перегибаете кабель, то начинаются потери на излучении. То есть вы нарушаете, во-первых, импеданс кабеля при перегибе, и нарушаете, соответственно, вот эту оболочку, ее равномерность. И ваш кабель начинает терять высокочастотную энергию. Поэтому, если вы монтажник, если вы прокладываете коаксиальный кабель, то он должен идти как можно более плавно. Не допускайте резких перегибов каких-то. В общем, кабель любит нежного к себе обращения и аккуратности с собой. Часто помнится, когда я устанавливал антенны и переделал за другими монтажниками, очень часто люди любили вот так вот делать, изгибают где-то кабель, то есть это вот оплет, внешняя часть, а центральный сердечник вот так вот закорачивался с оплеткой, да, такое иногда встречалось.
Поэтому таких перегибов не допускайте, это теряет сигнал. И потери могут быть существенными на высоких частотах. Это приводит к переотражениям и куче других проблем. Вот кратенько, наверное, все, что хотелось бы сказать об устройстве коаксиальных кабелей. Можно, конечно, рассказать еще много-много всего интересного, но это требует, к сожалению, специальных знаний, более глубоких по радиотехнике. И давайте мы переместимся теперь в лабораторию, посмотрим на устройство различных коаксиальных кабелей и разберем это более подробно. Первый кабель, который мы посмотрим, это кабель RG174. Вот он так вот выглядит. Отрезано с одной из китайских антенн, которых вы можете вдоволь насмотреться на Алиэкспрессе. Вот здесь в качестве центральной жилы как раз сплетенные проводники, а диэлектрик выполнен из обычного полиэтилена, не вспененного. И плетение — это медные жилы, покрытые, скорее всего, никелем. Кабель неплохой сам по себе, но, как я уже говорил, центральная жила из плетеных проводников дает преимущество гибкость кабеля, но недостаток — это потери. А в целом вот по качеству этот кабель неплохой, потому что плетение у него очень плотное. Сейчас я покажу вот вариант такого же кабеля с плетением похуже. Вот дешевый китайский пигтейл. Люди очень любят дешевую цену, а китайцы любят экономить. Вот видите, здесь нет совершенно плетения. Все очень-очень экономно. И у такого пигтейла на высоких частотах, к примеру, на 2500-2700 МГц, будут очень-очень высокие потери. Децибел 2, может быть даже и 3. Поэтому любителям экономить посвящается. Экономьте дальше. А есть очень качественные пигтейлы из вот такого кабеля. Это тоже, кстати, RG174, но вы видите, он очень сильно отличается от того, что мы видели первый. Вот этот кабель тоже похож на RG174, он причем совместим с разъемами для RG174. Называется он LMR100, но в отличие от RG174, видите, центральная жила уже из цельного проводника. Потери на рассогласовании будут минимальны. Здесь присутствует, видите, фольга алюминиевая и еще дополнительное плетение. Это очень качественный кабель, и если вы хотите очень хороший RG174 кабель, покупайте LMR100. Да, он дороже, он раза в 2 дороже, чем RG174. Но зато он обладает достаточной гибкостью и низкими потерями. А вот еще один вариант RG174 кабеля. Здесь уже присутствует хоть какое-то плетение. Вот он получше, чем тот, который мы рассматривали вторым. Пардон. Вот кабель LMR195. Он похож на RG58, поэтому не специалист может их попутать. Но в отличие от 58 кабеля, он, видите, содержит еще дополнительно фольгу. RG58 может содержать ее, может не содержать. То есть на диэлектрик здесь он покрыт фольгой. Центральная жила цельномедная, не плетеная. Потери у такого кабеля LMR195 очень-очень низкие. Рекомендую к использованию. А вот, кстати, рассматриваемый ранее показывал, который я вам кабель RG58 AU, продающийся под маркой Radiolab. Очень качественный кабель. На самом деле это тот же LMR195. Здесь хорошее плетение.
Медные жилы, покрытые гальваникой. Фольга и диэлектрик вспененный полиэтилен. Очень качественный кабель с низкими потерями. Еще бывают кабели для передачи, к примеру, между радиочастотными блоками энергии. Это полужесткий кабель, он с разъемом может быть совместимый с кабелем RG58, но вот эта оплетка, если мы ее посмотрим, она луженая уже. То есть это близкий по характеристикам к жесткому коаксиальному кабелю. У данного кабеля очень хорошие показатели по КСВ и очень низкие потери на излучение. Здесь в качестве диэлектрика применяется цельный полиэтилен или фторопласт может применяться. А вот, к примеру, не помню, как же LMR200 называется кабель. Люди очень любят вот эти кабели серебряные, но на самом деле у них очень высокие потери в сравнении с тем же LMR195, поэтому не покупайтесь на то, что он серебряный, затухание у него будет гораздо выше. В частности, вот здесь используется в качестве диэлектрика фторопласт, и потери у него гораздо выше, чем у вспененного полиэтилена будут. Но зато у этого кабеля есть преимущество, он держит высокие температуры, зачастую используется в военной технике. Вот еще один образец полужесткого кабеля. Оболочка у него луженая. Центральная жила не из плетеных проводников, а цельная. Это медь с гальваническим покрытием. А вот образец жесткого коаксиального кабеля. Это медь гальваническая, скорее всего, луженая медь. Да, это просто луженая медь. Это тоже луженая медь, центральная жила из цельного проводника. И внутреннее наполнение, ну, либо полиэтилен, либо фторопласт. Надо попробовать. Очень легко можете понять, что это. Это паяльник греете до температуры приблизительно 200 градусов. Если плавится, то полиэтилен. Если не плавится, то фторопласт. Применяется в радиоизмерительных приборах и прочей технике для межблочных соединений. И вот у них, у таких кабелей при перегибе, для них делают специальные гибочные устройства, и они дают большую стабильность волнового сопротивления при изгибах, в отличие от обычных коаксиальных кабелей. И также у них нет потерь на рассеяние энергии, они дают очень высокий коэффициент экранирования. И бывают они даже совсем тоненькие. Вот видите, кажется проволочка, на самом деле это коаксиальный кабель. Вот покажу поближе. Такой используется при конструировании некоторых антенн и для межблочных соединений высокочастотных устройств. А это вот у нас еще один представитель RG58. Мы вот, кстати, вот этот кабель используем при производстве наших антенн. Он дешевенький и, на удивление, очень-очень низкими потерями обладает. Внутри вспененный полиэтилен. Это алюминиевая фольга. И очень хорошее плетение. Он имеет стабильные характеристики в широком диапазоне частот. Ну и относительно низкие потери. Поэтому, если вы интересуетесь антенной, покупаете разные антенны у разных производителей, то попросите их сделать вот такой вот срез кабеля. То, что на кабеле можно очень здорово сэкономить. Кабель может стоить гораздо дороже антенны качественной. А потом люди сравнивают как бы разных производителей. Длина кабеля одинаковая, цена разная. И говорят, а почему у вас там дороже, у вас там у того-то дешевле? Ну, потому что кто-то использует качественный кабель, а кто-то использует то, на что только носки сушить можно. Поэтому уточняйте эти вопросы. И вот, да, на этом может быть очень различная цена. А вот российский кабель. Тоже неплохой кабель. Аналог кабеля 5D. Здесь вот центральная жила цельно-медная.
медная фольга в качестве оболочки, вспененный полиэтилен в качестве диэлектрика и вот медное плетение. Кабель отлично подходит для передачи большой мощности. Неплохой кабель в целом. Рекомендую. Но, к сожалению, цена не конкурентная совершенно с китайскими производителями, да и даже с некоторыми европейскими. И вот варианты других коаксиальных кабелей. Это вот отличный кабель, продающийся под маркой Комскоп. У него центральная жила стальная, покрытая гальванической медью. Далее вот фольга. Смотрите, эта фольга, она вжигается, вплавляется в полиэтилен вспененный. У кабеля прекраснейшие характеристики. Это один из лучших кабелей на российском рынке, который предлагается. Я его проложил не 1 километр. И все работает и лежит до сих пор. Кстати, вот по поводу плетения, видите, оно тут жиденькое достаточно. А вот, к примеру, более обильное плетение. Как оно влияет? На небольшой мощности плетение практически не влияет. То есть вы даже с жиденьким плетением, с редким, можете получить то же самое затухание, что и с очень плотным плетением. Поэтому тут обращайте внимание больше на замеры, нежели на количество этих жил. Ну и, конечно, да, неприятно, когда вы зачищаете кабель и все это осыпается. Поэтому лучше из толстых проволочек плетения, пусть будет стальных, покрытых гальваникой. Вот, в частности, вот этот Комскоп, это стальные жилы, они не паяются. Наверное, это из нержавеющей стали. А здесь, к примеру, здесь тоже стальные жилы, покрытые гальваникой. А вот образец, так сказать, полностью медный кабель, центральная жила медная, фольга, вот, и здесь уже медные жилы. Но по характеристикам вот этот кабель хуже, чем вот, например, Комскоп. Вот этот кабель, я не скрываю производителя, это в данном случае он продается, китайский кабель продается под торговой маркой Strong, но на самом деле там несущественная разница, поэтому медь не дает какого-то преимущества при передаче низких мощностей в телевидении, там, либо вот мы его рекомендуем применять еще в 3G, 4G сетях при определенных условиях. Вот такие дела. И возвращаемся назад. Ну что ж, вот мы посмотрели различные виды кабелей. И дабы резюмировать то, что я сегодня рассказывал, пожалуйста, обращайте внимание на то, какой кабель вы используете с вашей антенной системой. Потому что кабель — это как раз та история, на которой нерадивый производитель либо поставщик может вас обмануть. Это то, собственно, что помогает прятать, как у фокусника, кролика в шляпе. Вы следите за антенной, следите за ее усилением, но не следите за качеством кабеля, который вам предлагает производитель. И на этом вас могут очень серьезно обсчитать. То есть та же автомобильная антенна, на ней может быть написано, что она дает усиление 5 дБ. И на этом кабеле, на некачественном, вы можете все ваши 5 дБ растерять. И до разъема на выходе кабеля у вас дойдет 0 дБ вашего усиления антенны. Поэтому будьте внимательны от производителя, требуйте срез кабеля, ТТХ кабеля. Не давайте себя обмануть. Что ж, всем спасибо за то, что смотрите меня. Подписывайтесь на мои видео. Всем пока, ставьте лайки.